Давайте представим, что каждое мобильное приложение на нашем устройстве — это, по сути, маленький цифровой домик. Он должен быть удобным, функциональным и, что самое главное, безопасным. Но вот вопрос, как этот домик вообще получает доступ к камере, контактам или нашему местоположению? И как он умудряется запомнить, что мы предпочитаем темную тему или уже вошли в свой аккаунт? Сегодня мы как раз и разберем эти два фундаментальных кирпичика — разрешение и хранение данных, используя именно метафору строительства. Так вот, любое новое приложение изначально появляется на абсолютно изолированном участке Земли. В мире разработки это место называют песочницей. И по умолчанию этот участок со всех сторон огорожен высоким забором. Приложение внутри него не видит абсолютно ничего снаружи. Ни камеры, ни контактов, ни файлов. Это и есть основа безопасности всех современных мобильных систем. Но, конечно, такая полная изоляция тут же создает две основные задачки. Во-первых, как нашему дому подключиться к общим городским коммуникациям, камере, микрофону, интернету. А во-вторых, как этот дом обставить, чтобы он помнил наши настройки и данные, даже когда мы из него выходим и возвращаемся. Решение этих двух проблем — это и есть основа создания любого полезного приложения. Вот наш план работ на сегодня. Начнем с фундамента, то есть с принципа песочницы, потом получим лицензию на деятельность, разрешение, после этого займемся обстановкой дома, разобравшись с хранением данных, сравним два популярных набора инструментов — Kotlin и Python, и в конце подведем итоги, чтобы понять, как составить надежный цифровой проект. Ну что ж, начнем с самых азов. Понять принцип песочницы — это действительно ключ к пониманию всей архитектуры безопасности современных смартфонов. И тут в игру вступает главное правило для любого ответственного разработчика — принцип минимальных привилегий. Это, знаете, как в жизни. Если сантехнику нужен доступ только к трубам в ванной, вы же не даете ему ключи от всего дома и сейфа. Точно так же и здесь. Приложение для обработки фото не должно просить доступ к вашим контактам. И поверьте, магазины приложений вроде Google Play следят за этим очень и очень строго, чтобы защитить нашу с вами приватность. Итак, наш дом изолирован. Чтобы подключить его к коммуникациям, камере, GPS, файлам, нам нужно получить официальные разрешения на подключение. Вот это и есть та самая система разрешений в мобильных приложениях. Раньше система была довольно прямолинейной, по принципу «все или ничего». При установке приложения приходилось сразу соглашаться на все доступы, которые оно просило. Этот старый подход, что слева, теперь используется только для самых безобидных вещей, вроде доступа в интернет. А вот современный подход, справа, гораздо умнее. Чтобы получить доступ к чему-то чувствительному, например, к камере или местоположению, приложение обязано вежливо спросить разрешение именно в тот момент, когда эта функция понадобилась. Конечно, такой переход случился не за один день. Переломным моментом стал выход Android 6.0. Именно тогда и появилась система рантайм разрешений, которая, по сути, забрала контроль у разработчиков и передала его нам, пользователям. Это был по-настоящему революционный шаг в сторону прозрачности и защиты наших данных. Процесс получения разрешения — это такой, знаете, четкий танец из 5 шагов. Сначала разработчик объявляет о своих намерениях в главном проекте приложения. Затем перед каждым действием он вежливо проверяет, а может, доступ уже есть. Если раньше в доступе отказали, хорошее приложение объяснит, для чего он вообще нужен. И только после этого оно запросит разрешение через стандартное системное окошко. Ну и самый важный, 5-й шаг — грамотно обработать ответ, чтобы приложение не сломалось, если ему скажут «нет». Отлично! Разрешение получили, наш дом подключен к коммуникациям. Теперь пора его обставить, то есть научить приложение запоминать информацию между сеансами работы. И тут возникает совершенно логичный вопрос. Допустим, мы дали доступ к галерее, выбрали фото для аватара. Как приложение запомнит наш выбор, когда мы его закроем и откроем снова? Ответ кроется в механизмах локального хранения. На самом деле у разработчика есть целый набор мебели для хранения. Самый простой вариант — оперативная память. Но все, что в ней лежит, испаряется, как только приложение закрывается. Чтобы сохранить что-то надолго, есть другие способы. Для простеньких настроек типа «включен ли ночной режим» идеально подходит хранилище «ключ значения». Для фотографий или документов — файловая система. А вот для сложных и структурированных данных, вроде истории покупок, используется уже настоящая база данных. И вот здесь есть один очень важный технический момент. Когда приложение что-то сохраняет, скажем, в хранилище ключ значения на Android, у него есть два способа. Метод apply, что слева работает в фоновом режиме асинхронно, чтобы интерфейс приложения не зависал ни на секунду. Это самый правильный и рекомендуемый способ. А вот метод commit справа останавливает все, сохраняет данные и ждет подтверждения.
Его используют крайне редко, только когда жизненно необходимо быть на 100% уверенным, что данные записались именно в эту секунду. Правильный выбор здесь напрямую влияет на то, насколько отзывчивым будет приложение. Ну что ж, с теорией, то есть с что и зачем, мы разобрались. А теперь давайте посмотрим на как. Сравним, как эти задачи решаются с помощью двух разных наборов инструментов — нативного Kotlin для Android и кроссплатформенного Python с фреймворком Kiwi. Давайте посмотрим, как наши условные строители получают разрешение. Kotlin, как генподрядчик, имеет прямой нативный доступ ко всем системным функциям Android. Все детально прописывается в специальном XML-файле, который называется манифестом. А вот Python здесь использует посредников, специальные библиотеки-мосты, которые переводят его команды на язык, понятной системе. Зато и настройка выглядит гораздо проще. Это просто список в конфигурационном файле. А что насчет меблировки? Kotlin использует встроенный механизм Shared Preferences, который хранит простые данные в специальном защищенном XML-файле. И что важно, для чувствительной информации есть уже готовое решение для шифрования. Python же чаще всего работает с универсальным форматом JSON. По сути, это обычный текстовый файл, что дает больше гибкости, но и требует от разработчика самостоятельно позаботиться о шифровании, если данные секретные. Что ж, мы с вами прошли весь путь, от пустого участка до полностью функционального цифрового дома. Давайте соберем воедино главные принципы, которые лежат в основе любого надежного цифрового проекта. Если из всего нашего разговора о разрешениях нужно запомнить всего 3 вещи, то вот они. Первое. Всегда честно объявляйте о своих намерениях в главном файле проекта. Второе. Никогда не будьте самонадеянны. Всегда проверяйте, есть ли у вас разрешение перед тем, как что-то делать. И третье, самое важное для построения доверия, объясняйте, зачем вам нужен доступ к данным. И эта фраза, по-моему, идеально подводит итог. Каждый раз, когда приложение показывает нам диалог с запросом разрешения, оно, по сути, предлагает заключить контракт. Соглашаясь, мы доверяем ему частичку своих данных, и именно поэтому так важно, чтобы разработчики подходили к этому моменту с максимальной честностью и ответственностью. И в самом конце вопрос на подумать. Наши цифровые жизни становятся все сложнее, а приложения все умнее и глубже проникают в нашу повседневность. Как, по-вашему, должны измениться эти контракты? Какие новые механизмы контроля и прозрачности нам понадобятся в будущем, чтобы мы и дальше могли доверять технологиям?